Всем привет! В этом видео расскажу и покажу, как я установил на экскаватор-погрузчик Volvo BL71B универсальный комплект кондиционера, с какими трудностями столкнулся и что в итоге получилось. Начну, пожалуй, с того, что экскаватор-погрузчик Volvo BL71B, который мне стал уже родным, с завода не был укомплектован кондиционером, в результате чего в летний период я испытывал большие неудобства, связанные с перегревом рабочего места. Не желая мириться с подобными явлениями повышенных температур, я придумал альтернативу штатному кондиционеру – электрический мобильный напольный кондиционер. Видео об этом можно посмотреть, пройдя по подсказке, либо найти на канале. И вот 3 года я использовал в летний период домашний кондиционер. Сказать, что это панацея, не могу. У него имеется ряд недостатков, один из которых занимает много места. И, разумеется, данный кондиционер не в силах обеспечить продолжительное время стабильную температуру и попросту перегревается. Поэтому ему нужно самому остывать. Но, тем не менее, с ним лучше, чем без кондиционера вообще. И вот, наконец, встал вопрос о приобретении и установке штатного кондиционера. Проанализировав цены на оригинальные детали штатного кондиционера Volvo и поняв, что это просто нереальные суммы, было решено приобрести неоригинальный комплект. И вот во время поиска информации в сети интернет я нашел фирмы, предлагающие установку универсального комплекта кондиционера на автомобили «Газель» и им подобные. Связавшись с ними, я, разумеется, выяснял все технические параметры и цену комплекта. В результате я остановился на одной компании из Нижнего Новгорода. Не буду рекламировать название фирмы, так как советовать ее не могу. Почему? Узнаете дальше. В общем, сообщил я менеджеру данной фирмы желаемые параметры конденсера, наружного радиатора, примерные размеры испарителя. Почему примерные? Да потому что, чтобы добраться до штатного места установки испарителя и снять размеры, нужно разобрать всю боковую панель приборов. И не только щиток верхний, а полностью снять или приподнять всю конструкцию серого цвета, так как эта деталь цельная. А это, сами понимаете, какая морока. Поэтому я, исходя из скудных данных, что мне удалось собрать в сети интернет, определил примерные размеры и, исходя из этого, заказал максимально похожий из того, что был у фирмы. Разумеется, я понимал, что точно такой же, как заводской, не найду. А аналог заводского стоит вот столько денег. Понятно, почему я искал неоригинальные комплектующие, да? Такая же история с конденсором. Аналог стоит вот сколько. А кроме этого еще нужно ТРВ, шкив, компрессор, шланги и так далее. Ну так вот, подобрали мы с менеджером и компрессор, чтобы смог обеспечить производительность. Им оказался компрессор-аналог японского Сандена, естественно, китайского производства. Длину шлангов я также указал примерную, так как замерить просто было некогда, да и точно все равно не замеришь. И вся эта процедура заказа происходила в феврале. Так как я всегда смотрю вдаль, я понимал, что зимой и цены ниже на кондиционеры, и время чуть больше, чем летом. В итоге, то мы тянули с оплатой, то времени не было, то менеджер компании был занят. И так незаметно наступил май. И, как водится, пришла резко жара. Вот тут я и начал толкать эту ситуацию как мог. Хорошо, оплатили, отправили комплект. Пришла коробка, в ней был огромный конденсор, испаритель, ТРВ, шланги, компрессор, ресивер, датчик давления, терморегулятор и проводка. Кстати, конденсор ошибочно прислали другого размера, а потом не хотели менять. Поэтому не рекламирую эту фирму, но разными способами я заставил их прислать нужный конденсор. И они это сделали. И все бы хорошо, но теперь не было времени на монтаж всего этого добра. А жара нехилая стояла, 35-37 градусов. И это в тени. А машина работала на солнце. Представляете, как тепло было, да? Ну, мой электрический, конечно, помогал как мог. Но когда работаешь на солнце обратной лопатой, полы машины становятся горячими, солнце через стекла нагревает все поверхности. Естественно, электрический кондей перегревался.
Но я всеми правдами и неправдами старался выбрать время и начать установку хотя бы чего-то из этого набора. При этом не было возможности все разобрать и спокойно делать. Пришлось занять свои драгоценные и редкие выходные. Естественно, весь процесс монтажа я продумал заранее, еще до приобретения комплекта. И вот в ближайший выходной день я приступил к монтажу. И начал я, естественно, с самого сложного, на мой взгляд, с установки испарителя. А как же быть с панелью? Ведь не могу же я какое-то время работать без панели или с разобранной панелью. А к слову скажу, что зимой у моего коллеги сломался моторчик печки. И ему также снимали всю панель, чтобы добраться до него. Я еще тогда подумал, снимать панель ради моторчика, это же нелогично. Что производитель не мог сделать какой-нибудь лючок? И тут ко мне пришла гениальная идея. Я снял верхний щиток с кнопками, подвязал вверх, чтобы не мешал, и приступил к изготовлению того самого лючка. В общем, я насверлил парных отверстий в панели по левую и правую сторону от узла кондиционирования и обогрева. Потом сделал вот такой горячий нож и попытался разрезать панель. Ничего не получилось. Пластик тут какой-то интересный. Тогда взял обычный канцелярский нож и с его помощью разрезал обе стороны. Процедура, кстати, не очень тяжелая. Затем я вытащил часть панели, и для меня открылся доступ ко всему. А главное, к верхней крышке корпуса отопителя. На ней сверху установлена пластина, и с ее помощью, а также двух шпилек и двух гаек, крышка прижимается к нижней части отопителя и заодно к полу. Я это все раскрутил. Но верхняя и нижняя половины крепятся еще при помощи скоб в 4 местах. Их тоже удалил. И наконец-то открылся ларчик, в котором находится и мотор с крыльчатками, и радиатор печки, и отсек для испарителя, а также открылся доступ ко всему воздуховоду между фильтром и радиатором. Для начала я все пропылесосил. Пыли было полно. Радиатор печки был забит наполовину пылью и пухом, хотя я стараюсь вовремя менять салонные фильтра. Так вот, все помыл, прочистил дренажные отверстия. Теперь начал сборку испарителя и ТРВ. ТРВ – это терморегулирующий вентиль. Его задача – поддержание стабильной температуры испарителя. Он устанавливается на входную трубку, а его капиллярка устанавливается на трубку выхода. Тем самым он меряет температуру на выходе и регулирует подачу жидкого фреона. Вкратце это примерно так. Все-таки это видео не о теории кондиционера,
а про впяливание универсального комплекта в экскаватор-погрузчик Volvo BL71B. Поэтому углубляться в теорию не буду. Так вот, прикрутил ТРВ, примотал скотчем изолентой конец капиллярной трубки ТРВ к выходной трубке и установил два фитинга. Примерил испаритель на место. Как ожидалось, он оказался чуть меньше по высоте и ширине оригинального. Но я это знал на стадии заказа, и поэтому был к этому готов. Заранее купил полиэстерол толщиной 50 мм по толщине испарителя. При помощи полиэстерола добавил недостающие части к испарителю сбоку и сверху, а также между испарителем и трубками. Получился испаритель оригинального размера. Только вот толщина чуть больше оригинала, поэтому пришлось паяльником доработать отсек для нового испарителя. Теперь в нижней половине корпуса отопителя все тем же паяльником с правой стороны сделал отверстие для трубок и фитингов. В итоге корпус стал закрываться. На все это у меня ушло примерно 8 часов. И вот так я работал еще пару недель. Когда опять выпали выходные, я решил установить конденсор. Но не просто жестко прикрепить его, а сделать так, чтобы он мог открываться и был доступ для очистки и продувки и самого конденсора, а также и следующего за ним радиатора, гидравлики и КПП. А масляный радиатор в свою очередь тоже открывается. Имеется две защелки сверху. Отстегнув их, радиатор немного наклоняется вперед, тем самым позволяет проводить обслуживание радиатора, антифриза и масляного. Вот такой пирог. Поэтому я спроектировал хитрый кронштейн. Из 5-мм стального листа вырезал полоски. Естественно, все зачистил и сварил вот такую корягу. К получившемуся кронштейну приварил проушины будущих петель. Ответные проушины прикрепил к боковой части конденсора. Покрасил кронштейн и закрепил к раме масляного радиатора справа. А слева изготовил и закрепил кронштейн, выполняющий роль притвора, а также фиксатора в закрытом положении. И теперь все радиаторы открывались и доступ к ним имелся. На установку конденсора ушло часов 10. И снова наступили рабочие будни. И так прошло еще недели 2-3, а лето было очень жарким. Однажды я не выдержал, бросил всю работу и поехал устанавливать остальные комплектующие кондиционера. Моя задача была установить компрессор. На Volvo BL71B штатное место крепления компрессора расположено с левой стороны блока. Должен быть оригинальный кронштейн для крепления. Я его даже искать не стал. Забил в поисковике, он мне даже фотографию не нашел. Ну и ладно, подумал я, сделаю сам. Но на Volvo BL71B есть еще одна подлянка. Для привода компрессора нужно устанавливать дополнительный шкив. Он устанавливается на шкив коленвала. Этот шкив я заранее заказал в Ростове-на-Дону. Цена была такая. Это самоточка. Оригинальный же стоит чуть больше 30 тысяч, как мне сообщил дилер. Так вот, я установил шкив. Прикрутил его калеными болтами под внутренний шестигранник.
так как обычные болты там не умещаются. Длину болтов подгонял экспериментальным путем. Болты посадил на локтайт. Для изготовления кронштейна я взял швеллер. Размер не знаю, но толщина стенок у него была 5,7 мм. Отмерил нужную длину, отрезал по длине, одну полку убрал и сделал прорезь для кронштейна подушки двигателя. Получилось вот так. Затем отметил отверстие под крепление к блоку. Болты применяются на 8, поэтому решил задействовать 3 болта, а не как у заводского 2. На полку швеллера приварил 2 полоски 7-мм и просверлил в них отверстие на 10 для крепления компрессора. Объясню, почему я пошел по такому пути, а не приварил, к примеру, трубку. Во-первых, я не был уверен в соосности шкивов, поэтому оставил возможность регулировки влево и вправо. А во-вторых, у меня просто не нашлось подходящей толстостенной трубки нужного диаметра. Но кронштейн чуть позже будет модернизироваться. Смотрите дальше и увидите как. А также сделал дополнительное крепление к торцевой части блока. Благо отверстия с резьбой уже были. Не знаю, как у оригинального. Если кто-то видел, напишите в комментариях. И мне еще нужно было изготовить натяжитель. Я его изготовил из мазовского натяжителя генератора. Правда, пришлось изменить конструкцию. Разрезал и приварил под нужным углом. Натяжитель закрепил на усилительную пластину. Весь кронштейн и натяжитель почистил и покрасил. Компрессор закрепил длинным болтом на 10. Отрегулировал соосность шкивов, подкладывая гайки. Установил ремень и натянул. И так еще работал пару дней. Следующим этапом был замер шлангов и установка фитингов. Мне пришлось протянуть все шланги и отрезать по фактической длине. К слову, шлангов мне в комплект положили намного меньше, чем заказывал. В общем, остаток составил 40 см 13 шланга, а 8 и 10 хватило тютель в тютель. В общем, отмерил и поехал обжимать. Обжимку производили чисто по памяти. Я имею в виду направление фитингов. Естественно, не обошлось без ошибок. Поставили один заправочный порт не на тот шланг. Но, как мне объяснил заправщик, это не столь критично. Привез всю эту кучу шлангов и приступил к протяжке и установке. Процедура так себе, скажу. Подсоединил все фитинги и протянул гайки. Ах да, чуть не забыл сказать. Пришлось увеличить угол изгиба двух угловых фитингов на конденсоре. Они мешали нормальному открыванию конденсора. Закрепил ресивер в моторном отсеке. Другого места просто не нашел. На следующий день занялся проводкой. Естественно, газелевская проводка не совсем мне подходила. Поэтому пришлось удлинить провода, идущие на датчик давления, а также запитывающие катушку шкива. Релюхи и предохранители поставил под панелью. Силовой провод запитал от монтажного блока, а точнее от приходящего провода крупного сечения. Управляющий провод запитал от первой скорости мотора отопителя. Кнопку поставил пока на боковую панель. Со временем заменю кнопку и перенесу на боковую стойку, где она и должна быть. Да, еще не упомянул один момент. На испаритель я установил термостат. Термостат механический. Капиллярку просунул в межреберные зазоры испарителя, а также прикрепил с помощью стяжек. Также термостат подсоединил к проводке. Его задача не допустить обморожения испарителя, дабы не расперло соты. Вентилятор конденсора также запитал от данной проводки. Электрическая схема выглядит так. И
И вот, когда весь монтаж был завершен, я поехал на опрессовку и заправку фреоном. Мужик-заправщик попался толковый. Их фирма, оказывается, рефы сами собирает. И не только. Посмотрел весь монтаж. Сказал, для первого раза очень даже неплохо. Посоветовал мне изменить крепление компрессора, что я в дальнейшем и сделаю. Подключили баллон с кислородом, подержали под давлением, утечек не обнаружили. Дальше стали вакуумировать, заправлять масло и фреон. Процедура заняла около часа. И вот я, довольный, с прохладой в кабине, отправился восвояси. Протестировал систему на протяжении месяца и выявил недостатки. Как я и думал, это кронштейн компрессора. Не весь, а место крепления компрессора к кронштейну. Болт крепления постоянно ослабевал, а однажды его просто обломило. И поэтому я решил изменить конструкцию. Купил 3 соединительные гайки на 10, 2 имбусовых болта, также на 10, длина 50 мм. Сначала отрегулировал соосность шкивов, отметил положение, потом снял компрессор, снял кронштейн и натяжитель. Срезал уши крепления компрессора, на полку швеллера положил и немного выдвинул пластину 7 мм. Хорошенько проварил ее. На пластину установил соединительные гайки в ряд и максимально надежно проварил их. Третью гайку немного отрезал, чтобы получилось ровно столько, сколько расстояние между проушинами компрессора. Чтобы компрессор очень плотно установился своими проушинами на гайке. Чтобы при затяжке болтов дюралевые крепежи компрессора не деформировались. Пришлось изменить и конструкцию натяжителя. Во-первых, расточил паз под болт на 10. Во-вторых, сделал конструкцию со смещением и усилил косынками. Естественно, все хорошенько проварил. Смещение нужно для того, чтобы обойти шкив вентилятора и закрепиться на компрессоре ближе к приводному шкиву. Так и сделал. Установил еще один болт с контрагайками. Да, конструкция получилась интересная. Процесс натяжения ремня выполняется очень легко и удобно. После натяжения ремня затянул имбусовые болты. Боковую панель собрал, установил часть панели и закрепил саморезами. Швы и шляпки саморезов скрыл серым герметиком. С виду и не скажешь, что что-то тут не так. Но теперь имеется доступ к системе кондиционирования и отопителя. Что касается микроклимата в кабине, все так же, как и с заводским кондиционером. Воздух прохладный и свежий. Главное теперь регулярно менять фильтры и производить обработку от микробов. Да, работа произведена сложная, но оно того стоило. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем добра, пока!